Друзья, всем привет! Продолжаю делать гоночную машинку Формула R1. Произошла небольшая заминка, на то есть веские причины. Ну, во-первых, нужно очень много проектировать. А во-вторых, подвел немножечко вот этот вот дифференциал. Точнее, этот вот. Он уже очень хороший и тот, что надо. А вообще, первый раз мне подсунули нивовский дифференциал. И он, сами понимаете, на восьмерочные гранаты, ну, совсем не подходит. Пришлось сдавать его обратно, очень долго ждать. Ну вот, наконец-таки пришел нужный дифференциал. Блин, какой же он тяжелый, ребята. Это просто шок. Для меня важен каждый грамм массы, особенно сзади. Потому что заднюю часть не хотелось бы переутяжелять. Слушайте, меньше 5 килограмм весит. Хотя я так вот подумал, что он очень тяжелый, килограмм на 6. Ну, это отлично, потому что прошлый нивовский, по-моему, 5,5 весил. Ну, уже хорошо. И плюс, естественно, я его буду облегчать. Но перед этим хотелось бы вам показать его устройство. Потому что это не простой дифференциал, а дифференциал повышенного трения. Блокируемый, все как надо. Блокируется до 6,3 килограмм. То есть, как я понимаю, это килограмм на метр проворота. Так как колесо у меня полметра в диаметре, а плечо получается 250 миллиметров, то килограммы будут в 4 раза больше на том плече. 6,4, 24 килограмма. Ну, где-то 25, потому что тут 6,3. 25 килограмм на блокировку. Ну, что ж. Интересно это все, конечно. Но тут, ребята, если будет слишком сильно блокироваться, всегда можно будет подрегулировать. Сейчас вы узнаете, о чем речь, когда я вскрою его и покажу, как он выглядит. То есть, ну, я надеюсь, все здесь понимают, что практически во всех автомобилях стоит дифференциал без какой-либо блокировки, просто сателлиты, шестерни, все это там вращается без всякого преднатяга. Здесь он есть. И у меня было именно принципиально, чтобы дифференциал был дисковый. Он наиболее прогнозируемый, мне не в дрэге участвовать, мне нужно делать трековую тачку. Поэтому нужно, чтобы все было прогнозируемо и повторяемо от поворота к повороту. Чтобы разобрать, нужно всего лишь 2 болтика открутить. Давайте попробуем. Так, вот смотрите, что у нас получается. Обратите внимание, какая щель образовалась. Щель это связано с преднатягом. Преднатяг создает пружина. Думаю, сейчас мы ее увидим. Да. Красота какая, а? С внутренней стороны. Вот опорная поверхность пружины. Ну, а вот сама пружина. Интересно, она здесь одна или их здесь две? Просто коническая пружина. Ее можно сошлифовать или поставить другую и тем самым изменять преднатяг. Чтобы был преднатяг, нужно затормозить работу сателлитов. Я даже думаю, они будут вращаться, если я сейчас вставлю гранату. Да, так и есть. Все успешно вращается. И нет никакого сопротивления. Теперь рассмотрим повнимательнее, как же это работает. Имеется вот такая шестерня со шлицами. Шлицы эти соединяются со шрусом, шарниром равных угловых скоростей. Вот так. Здесь кольцо стопорное, и мы так с усилием туда задавливаем резко, и оно захлопывается. Потом трудно вытащить, бывает. В чем ее отличие от шестерен простого дифференциала без блокировки? В том, что она имеет вот такие выступы. И может зацепляться с дисками, которые выполнены по аналогии многодискового сцепления. То есть, видите, здесь есть пакет. И диски поочередно зацепляются. Одни с шестерней, другие, видите, с шестерней уже не зацепляются. Но они зато зацепляются с корпусом. В итоге при некоем преднатяге все вот эти пакеты дисков, они мешают, сопротивляются, не дают провернуться шестеренке.
Вот, собственно, так и происходит блокировка. Надеюсь, как-то доступно и понятно объяснил. Тут вот есть, кстати, какие-то небольшие уже потертости. Не знаю, проверяли, наверное. Вообще, как оно будет работать у меня в болиде, я не знаю, друзья. Потому что будет заливаться масло в корпус закрытый, и все вот это дело будет вокруг вращаться. То есть мой дифференциал, он будет вращаться. Не так, как задний мост стоит на месте, а внутри все вращается. Он целиком весь будет вращаться. И масло, по идее, должно будет к стенкам отливать. Но мы его нальем побольше. И специальное для блокируемых дифференциалов. И я надеюсь, все будет хорошо. Ну а сейчас мне нужно все это дело разобрать. Да, или хотя можно постепенно делать. И облегчать, ребята. На болиде будет очень много всевозможных деталей. И если их бездумно ставить, без облегчения, то болид будет весить килограмм 700. Хотелось бы поменьше. Поэтому вы уж извините, что я так упарываюсь за это облегчение. Но куда, как говорится, деваться? Надо облегчать. Иначе ничего хорошего не получится из этого. Будет очередной обыкновенный такой псевдогоночный автомобиль. Самое главное облегчение будет по корпусу. Снизу, видите, тоже стоит точно такой же пакет дисков. Все это вытряхивается и выглядит следующим образом. То есть система отзеркаленная. Обрабатывать буду эльборовой пластиной. Здесь есть отверстие. Посмотрим, как она будет работать на удар. Пластинка хорошая, качественная, ребят. Ну что ж, биение вроде бы отсутствует. Погнали! Деталь каленая, потому и эльборовый резец. Не просто так. Так, пошел удар. Вроде бы справляется. Я же говорю, резец качественный, хороший. Высокоточно дообрабатываю отверстие, чтобы можно было зацентровать на вот этот центр. Резцы вот эти маленькие, они хорошие. Он полностью твердосплавной и берет даже каленую. То есть можно к эльбору не прибегать в данном случае. Надо снять лишь там буквально по индикатору где-то десятку надо было снять. Да, снял десятку и теперь везде берет. Попробуем зацентроваться. Добился, получается, вот такой немыслимой точности. В пределах полделения ходит, то есть это где-то 5 микрон. Меня вполне устраивает. То есть уже бабку я зажал. Все зажато. Здесь зажато. Здесь тоже поджато. То есть это в зажатом состоянии. Теперь, ребята, можно высокоточно обрабатывать. В принципе, можно даже попытаться все или почти все за одну установку сделать. Наконец-таки обточил, выявил кое-какие косяки, производственный брак, не знаю даже, что с этим делать. Ну, на этой детали все хорошо. Кстати, обратите внимание, как я истоньшил стенки. Раза в 2 примерно. А вот на этой детали, друзья, не очень хорошо. Не знаю, будет ли вам видно. Да будет, скорее всего. Вот смотрите. Такое ощущение, что это послезакалочные трещины. Они только на ободе присутствуют. Внутри их нет, и тело там внутри потолще. У меня все это дело будет заковано в алюминиевый корпус, потому что по-другому никак не сделать. Надо делать корпус, в который будет заливаться масло. Там оно будет герметизироваться на сальниках. Ну, все как положено. Вот здесь поясок для сальника. Герметизация будет обязательно. И я думаю, все это дело вместе скрепится и трещины сильно не повлияют.
Но как бы осадочек уже довольно-таки крупный такой остался. Давайте взвесим, насколько удалось облегчить. Было почти 5 килограмм. Потроха я уже поставил. Сейчас 3,440 и плюс вот это. Получается 4 килограмма 71 грамм. То есть где-то на 900 грамм я сточил каленого металла. Представляете? 900 грамм каленого. При всем при этом точил на очень больших оборотах. А резцу хоть бы что. Он абсолютно никак не пострадал. Ну и вот уже прикупил новую болванку, друзья. Материал D16T. Диаметр 160. Длина около 300. Вес 17 килограмм. Сколько стоит, я вам даже не буду говорить. Это просто шок. Есть уже чертеж. Начертил черными чернилами. И можно будет вот эти две штуковины упаковывать вовнутрь. Вот так эта красота выглядит. Здесь будут одеваться подшипники, здесь будут сальники. Будет состоять из двух половинок. При таком сечении, как здесь и здесь, весить деталь будет где-то 2,7 килограмм. Можно было бы делать и потоньше, но из-за того, что я обнаружил брак в виде закалочных трещин, то этот корпус, он у нас еще и будет силовым, будет скреплять внутреннюю стальную деталь. Ну, так сказать, для надежности, ребята. Ну что ж, опять у нас токарочка, так что быстренько хлопаем кофеечек и приступаем. Какая роскошь. Как думаете, смогу ли я выточить на таком вылете деталь за одну установку? Очень бы хотелось бы, потому что отрезать, потом обратно устанавливать, это трата времени. А здесь, в принципе, надо будет ее почти всю сделать с подспором задней бабкой. А потом вот где-то в этом месте отрезать. Вот, наверное, единственная сложность будет. Ну, по дюралюминию, думаю, проблем не возникнет. Надо же вас как-то развлекать, не правда ли? А то видосики довольно-таки редко выходят. Я уже подумываю, может быть, какой-нибудь еще мини-проектик внедрить, который не такой сложный будет. В этот я, конечно, упоролся, друзья. Здесь и денег много требует проект. И много внимания, много расчетов, много обдумываний. И не дай боже, чтобы было еще много переделок. Вот этого вот совсем не хотелось бы. Так что, наверное, сделаю еще несколько проектиков каких-нибудь. Да и плюс надо завершать начатое. Всякие авиационные проекты и так далее. Все, что обещал. Все, пошла жара. Зарядил не совсем подходящий резец, но он обдерет по-любому. Болванку купил с большим запасом по диаметру, потому что так продали, других вариантов не было. Поэтому даже, видите, ничего не выравнивал. Как зажалось, так и обрабатываю. Без проблем. Вот так, торчик уже подобрал. Сейчас будем снимать основной диаметр. Болванка большая, поэтому баловаться не стоит. Короче, варят сварные, остановился станок. Главное, резечек, чтоб не отскочил, не отстрелился. Немножко ослабил подачу. Пищит знатно, конечно. И стружка сыпется знатно. Все-таки как же красиво свежеобработанный металл выглядит, друзья. Вы себе не представляете. Вытащил центр и увидел, что уже деталь повело. Уже имеется биение. Так что, друзья, все-таки зрелищ не будет с одной установки. В таком виде делать не буду. Надо все-таки немножко отрезать, а потом заниматься. Так что сейчас просверлю отверстие и буду разделять на две половинки. Продолжаю снимать килограммы, потому что я не смогу отрезать сразу такую толщину. Надо утоньшить, где это возможно. Конкретно здесь я сейчас и утоньшу. Довольно-таки приятная стружечка, не разлетается во все стороны. Идет такими длинными спиральками.
клево, потому что вот такая, она хоть и компактная, ее легко потом убирать, но она разлетается по всей мастерской. В общем, на разном диаметре по-разному себя ведет резец. Тоже вроде неплохая стружка, не разлетается. Так можно и мастером стружки стать. Ой, тут кулачки крутятся. Страшно! Ребята, осторожно на токарном работайте. Видите, как можно засмотреться и не понять, что рядом опасность. Ой. Все, ребят, вот столько пришлось отпилить. Вот. Я что-то ожидал будет меньше. Одна заготовочка есть. Не, ну а это, так как уже стоит, уже укрепилась, укоренилась здесь, ее можно сразу обрабатывать с первой попытки. Снаружи так неплохо начерно ободрал. Теперь, друзья, нужно сделать самое важное. Моя задача сочленить вот эти два диаметра. Этот и этот. Я хочу плотно посадить, чтобы именно за счет алюминиевого корпуса дополнительно скрепился стальной, который будет находиться внутри. Так как маленькое отверстие находится глубоко, измерять его там не очень удобно. Но у меня станок высокоточный, я могу сразу сделать его вот так на всю глубину. И если он здесь совпадет, то есть будет нормальный размер, то и в глубине он тоже будет нормальный. Там разница может быть всего лишь в полсотки. Полезность точности моего станка очень хорошо проявляется именно в данных операциях. Я могу гарантированно знать, что там внутри будет такой же диаметр, как и вот здесь, если я буду измерять. Так что изначально начну обработку с этого диаметра. Аккуратно, очень-очень нежно расточил до такого состояния. То есть здесь весьма точные внутренние поверхности. Надо еще немножко их усовершенствовать и начинать гнать снаружи. Снаружи чуть попроще, но надо тоже аккуратно, чтобы не сместилась деталь. Потому что деталь довольно-таки большая. Если ее прям слишком нежно, будешь долго обрабатывать. Если грубо, можно сместить и все испортить. Все важное, кроме сальников, с одной установки будет. Вообще здорово. Но сальники, они резиновые, они по-любому свою форму примут. Сейчас главное не просадить подшипник, и все будет нормально. Вот как раз таки под него делаю посадку, друзья. Обратите внимание, какой гигантский диаметр. Посадочный диаметр 100 мм. Потому что подшипник вот какой. Другой не получается. В него должна помещаться граната. На горячую получилось 4,5 сотки натяга. Диаметр большой, думаю, будет нормально. Эта посадка должна быть неподвижная, ну, по моим расчетам. Ну а подвижность для компенсации теплового расширения я сделаю по наружному кольцу. Также здесь сделал заужение, чтобы далеко его не прессовать. Все-таки изготовить задний мост — это дело не шуточное. Так, ну там у меня с натягом, вы помните, да? Ну вот просится. Но не заходит. Деталь готова, и я даже ее уже посадил на горячую. Не знаю, как она будет сниматься обратно. Потому что сажал я ее, когда алюминиевая была очень горячая, где-то 130 градусов, а стальная холодная. И где-то
Ну, через секунд 5-10 она прилипла намертво, то есть она уже не вытаскивается. Соответственно, когда я ее захочу снимать, алюминий я уже не смогу отдельно от стали разогреть и придется греть все вместе. За счет разности коэффициентов расширения, у них где-то в 2 раза он отличается, все равно рано или поздно деталь снимется, но греть надо будет сильнее. Может быть градусов до 160, а то и до 200. Ну, дюралюминь позволяет, в принципе, даже, наверное, до 300 греть. Из интересного, друзья, сделал же я посадку под подшипник вот здесь, да? Сейчас он, естественно, вообще никак не становится, потому что деталь разогрета. Но самое интересное не в этом. За вторую установку мне нужно было расточить подсальник. И вот, в общем-то, все готово. Шрусик вот так вставляется. Все там внутри вращается на сальнике. Но самое интересное, естественно, не в этом, а в том, что я внутри, когда выбрал металл, подсальник, его здесь было довольно-таки много, деталь расперла, и теперь под подшипник у меня нет посадки. Немножко там где-то буквально на 2-3 сотки раздуло. Не знаю, что теперь делать. Надо как-то, получается, уже за вторую установку будет протачивать эти, пропылить пару соток. Ну, я думаю, в сотку я смогу выставиться, так что ничего страшного. Вот. Ну, а пока деталь сидит на месте, я хочу просверлить отверстие. Собственно, для этого я ее и вставлял, потому что сверлить буду по кондуктору, по этим уже готовым отверстиям. И еще я вставлял, чтобы проверить, насколько четко я все внутри сделал, вставится ли оно. Потому что вы видели, какая ступенчатая поверхность. Я ее вот так повторил, чтобы стенка была максимально тонкая. Хотя для красоты лучше было бы это все как-то скруглить. Но я сделал для практичности лучше. Максимально снизив вес. Вон внутри видите, как плотно алюминий соприкасается со сталью. Практически нет зазоров. Этого я и добивался. Еще нужно будет, естественно, вот эту деталь сделать. Ну, здесь практически все то же самое. Будет деталька отзеркалена. На ней будет крепиться каким-то образом звездочка. Вот точно к такому же торцу. Видите, здесь довольно-таки много тела. Можно и резьбу просверлить. Ну, короче, я так задумал. Сделать фланец, сделать много резьбы. И потом это все дело соединять. Причем детали можно будет перетачивать, переделывать под разные конструкции. Как всегда, у меня все, ребятки, универсальное. Чтобы можно было и дальше использовать мои разработки. Как же все-таки приятно по кондуктору сверлить. Вот. Ну а сейчас буду греть, друзья, чтобы вытащить. Снял с большим трудом. Горелочка не может очень сильно разогреть такую большую деталь. Ну, все успешно, друзья. Все получилось. Пользовался некими даже, вот видите, немножко съемниками. Потому что тут есть резьба. Ой, какая горячая. И вкручивая в нее болты, можно, так сказать, натягивать этот алюминий и выдавливать. Чтобы делать как завод, накупил цыковок и теперь сверлю вот такие отверстия. Видите, у меня здесь закругление для усиления. Но чтобы от него избавиться, сделать ровную площадку под болт, нужен специнструмент. Выглядит вот так. Инструмент вставляется в уже готовое отверстие и вот этими краями расширяет, углубляет настолько, насколько нужно. Делает такую ступеньку. И теперь, собственно, можно будет уже задумываться, какие ставить болты. Как вы думаете, какие болты мы будем ставить? Наверное, какие-то вот такие, естественно, титановые. Да, это прям под них гнездо. Так, ну что ж, корпус уже фактически готов, друзья. Смотрите, 2 детали есть. Захотелось заострить внимание на деньгах. Думаю, это будет всем интересно. Сколько же в целом мне обходится вот этот дифференциал? То есть задняя часть автомобиля, движущаяся. Ну, шрусы я не буду считать. Я их тут уже несколько штук разных покупал и перетачиваю. Это в конечном итоге тоже выльется в копеечку. Ну, хотя бы сам дифференциал вот этот с корпусом, с подшипниками, с звездочкой. Ну, цепь там и кое-что не буду считать, потому что мне Женя Койот понадарил всяких таких ништяков. Но вот звездочку я уже прикупил под 520-ю цепь. Она, видите, цена какая, 3400. Она алюминиевая, нифига вообще не весит, на 52 зуба. Есть вот такая, это опять же подарок, но она
маловатая. Может быть, и ее буду использовать. Может быть, хотя тут диаметр другой, менее подходящий внутренний. Здесь более подходящий. То есть, давайте считать. 3400, звездочка. Чтобы ее совместить с этой деталью, звездочка где-то здесь будет сидеть за подшипником, нужна еще одна болванка. Вот такой блин на 180 только что купил. Отпилили мне его, и его буду использовать для того, чтобы выточить переходную деталь. Болваночка обошлась 2500 рублей. Вот этот корпус, получается, обошелся в 9000 рублей болванка обошлась. Далее идет сам дифференциал, 14 тысяч рублей. Дифференциал повышенного трения дисковый. И подшипники. Подшипники не помню, то ли по 5000 я их покупал, то ли по 2500. Помню, что-то с 5 связано было. Вот можно посчитать, друзья. То есть, если так немножко прикинуть, не считая приводов, они тоже относятся к задней части, и их надо покупать, то где-то около 40 тысяч все выходит. Вместе с сальниками, там, со всякой мелочевкой. Еще титановые болты, опять же, вот туда. Ну, короче, порядок цен какой-то такой, ребята. Я уж даже не знаю, во сколько мне выльется вся эта машинка. Но, как видите, донаты абсолютно не собираю на нее. Делаю все за свои деньги. И у меня, в принципе, хватает на все это дело. Я, то есть, не жалуюсь. Так что, ребята, поддержите лайком. Поддержите просмотром. Я надеюсь, такое видео вам зайдет, потому что просто тут какие-то страшные дела творятся уже. Под пропыливание подшипника выставляюсь в пределах 1/100. Даже вот тут чуть-чуть. Да не, 1/100 есть. Вот эту часть не трогаю, торец. Потому что он тоже очень важный. И все. Алмаз, конечно, красиво берет. Всегда приятно им работать. Все-таки тяжелые какие-то детали. Немножко я переутолщил, возможно. Видите, какие толстые здесь. Больше сантиметра стенки. И там тело, и вот здесь вот. Ну, здесь будут просто болты, друзья. Очень много болтов. Поэтому должна быть толщина. А внутри я утоньшал. И сейчас хочется взять здесь, сделать такие выемки. Попробовать на фрезере сделать. На моем самодельном поворотном столе. Делаю по лимбам. Сразу круглой фрезой, чтобы не было особых концентраторов напряжения. Вот так работает рука. Ориентируюсь по лимбу. Ну вот вам и ответ, ребята. Можно ли что-то делать на старых советских станках или нет? Вот к этому станку я руки практически не прилагал. Он считается совсем уж ущербным, ни на что не годным, но я на нем делаю вот такие всякие вещи. И причем с удовольствием и без всяких проблем. Еще и на самодельном поворотном столе. Вот так вот. Вот такую гиперстружку вырабатывает. У меня ее уже там с этой машинкой, блин, целая гора образовалась. Надо работать! Работать надо на станках, ребята, а не рассказывать, какие хорошие, какие плохие. Надо брать и работать. Те, кто работают, работают на любых станках. Это я вам точно говорю. Вот эти резьбы дались мне хуже всего. Потратил, можно сказать, целый день с перекурами. Блин, но сделал, ребята. Каждая резьба высококачественная. Все как положено. Для чего она нужна? Так как здесь все устроено по-хитрому, приходится изгаляться. Вот звездочка, которая вставляется на эту деталь. Нереально плотно, я вам скажу, она вставляется. Ну, это хорошо. Кстати, очень сложно точить такие вот огромные алюминиевые детали, потому что их трудно стыковать друг с другом, ребята. Буквально на 20 градусов разная температура и уже посадки не те. То есть, либо ты вставляешь, она напрессовывается потом, то есть, если была горячая, она обжимается, а холодную деталь, и снять ее уже проблематично. Либо наоборот, если внутренняя деталь была горячая, ты вставляешь, посадка ослабляется. Ну, у меня получилось более-менее все хорошо, все детали одной температуры и все прекрасно вставляются. Обратите внимание, что я обзаботился заранее
И сделал не только крепежные отверстия, но и пару отверстий с резьбой, которые будут служить съемниками, чтобы можно было снять вот эту деталь, которая буквально чуть ли не напрессовывается вот сюда. Надо очень аккуратно, потому что малейшие перекосы оно заклинивает. Прям нереально надо аккуратно, но зато смотрите, ребята, какая получилась деталь. Вот она какая роскошь оказывается. Здесь будет подшипник, вот между этих двух буртов. Пока ничего не напрессовываю, друзья, и скорее всего даже не буду собирать. Потому что надо будет кое-что подгонять и делать те детали, в которых будут сидеть подшипники. Поэтому туда-сюда скорее всего все придется гонять. Снимать, разнимать, да еще и возможно подтачивать. Поэтому не буду пока делать. Смотрите, еще подсъемник сделал место. Видите? То есть это чтобы можно было снять подшипник. Естественно, с этой стороны то же самое. Вот так теперь это чудо-юдо выглядит, ребята. Наш дифференциал, можно сказать, готов. Сам дифференциал будет сидеть внутри, он будет стальной. Вот отсюда будут торчать шрусы. Все будет работать, можно будет даже регулировать преднатяг. Заказал титановые болты желтого цвета. Эх, красиво будет выглядеть. И сюда заказал, и сюда заказал, и вот сюда заказал. То есть где-то на 10 тысяч титановых болтов заказал, ребят. Траты увеличиваются, но куда деваться, идем дальше. У меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!